Сегодня поговорим о том, как открыть частную школу. Сейчас очень развиваются вот такие вот общности демократических школ. Не накручиваем баллы детям, потому что мы не оцениваем их успехи. А это делает независимый источник. В этом даже есть своя фишка. К примеру, наши дети в конце 1 класса уже проходили программу 2-го. Вместо физкультуры у нас актерское мастерство. В нашу школу дети хотят ходить. Мы пришли к этому из личных проблем. Привет! Сегодня поговорим о том, как открыть частную школу, которая является заменой государственной. Об этом нам расскажет основатель частной школы «Атмосфера» в Вышгороде Ольга Седых. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно смотрите видео до конца. В конце вас ждут очень крутые подарки. Привет! Привет! Рассказывай, как пришла идея открыть частную школу? Это долгая история. Вначале мы отправили ребенка нашего в 1 класс, в общеобразовательную школу. Столкнулись там с рядом сложностей, проблем. Переполненные классы, недостаточно внимания учителя. Нужно было работать дома, много с ребенком для того, чтобы он не отставал от программы. И потом в середине 2 класса мы решили забрать его на домашнее обучение. После этого в 3 классе мы его пробовали отдавать в частные школы в Киев, но это было достаточно далеко возить от Вышгорода. И пришла идея постепенно открыть образовательный проект в Вышгороде. В принципе, я пошла учиться, прошли курсы директоров, общалась с другими директорами частных школ, они делились опытом. Потихоньку, понемножку собирали чужой опыт, приобретали свой, и в 4 классе уже ребенок наш пошел учиться в нашу школу. А как вообще выглядел первый месяц? Ты пошла учиться везде или сразу открыла, а потом училась? Нет, мы вначале решили учиться, ездили по другим школам в гости, смотрели, как у них это все проходит, образовательный процесс, как учителя работают, как классы сформированы. В течение 3 класса мы ездили в другие школы, и училась я, а потом уже в 4 мы запустили свой. Но мы 1 год создали пилотный проект, то есть 1 год мы школу особо не набирали, к нам присоединился только 1 ребенок. Мы делали продленку и дополнительные студии для детей. Оказалось, что это интересно, и качественного образования здесь не хватает. Слушай, интересный момент. Ты рассказала, что ездила по другим школам, узнавала, как они работают. А как ты приезжала? Ты приезжала под видом клиента или приезжала, я хочу открыть такую школу, поделитесь опытом? По-разному было. Вначале, когда мы не думали, во 2 классе мы не думали еще запускать свой проект, то есть мы ездили как клиенты в школы. В одной школе мы учились в Киеве, ребенок там был как клиент. И там тоже были свои особенности, которые иногда встречаются в частных школах, на мой взгляд. Недостаточный уклон на академические знания, для меня это было важно. То есть, хочешь, читаешь, не хочешь, можешь не читать, посидеть где-то в уголочке. Все-таки где-то мне хотелось больше баланса дисциплины и целеустремленности для ребенка, поэтому такие моменты мне не очень нравились. Были школы, с которыми мы приезжали открыто, что можете ли вы поделиться опытом, мы хотим запускать свой проект, и есть ряд директоров, которые открыто идут навстречу, и общаются, делятся опытом и маркетингом, и как привлекают клиентов, и, в принципе, какими-то методическими материалами. Сейчас очень развиваются такие общности демократических школ. А выбор Вышгорода, это потому что ты здесь живешь, или это целенаправленно, ты выбирала аудиторию, где расположить школу, или... Нет, мы просто поближе к дому хотели. У нас в Вышгороде были другие частные школы, но там не было нашего класса. То есть у меня ребенок был старше на год, чем другие частные школы Вышгорода, поэтому так и получилось, так сложилось. А вообще, когда открываешь частную школу, нужны какие-то особые документы, какие-то лицензии, какие-то юридические подводные камни? Что нужно, чтобы открыть школу? Вообще,
Конечно же, чтобы получить аттестат государственного образца, конечно же, нужна лицензия. Но большинство альтернативных школ, и мы в том числе, мы сотрудничаем со школами партнеров. То есть это более крупные школы, либо государственные, либо частные, которые имеют лицензию, и они выступают как аккредитованный, да, аттестант. Они проводят как будто бы экстерном, зачисляют наших детей и проводят им сессии 2 раза в год, либо 4 раза в год, ну, в зависимости от школы, от условий. Дети сдают там контрольные и получают оценивание в этой независимой школе. Для меня, кажется, даже это интересный такой момент, как независимое оценивание. То есть мы выполняем свою работу, да, не накручиваем баллы детям, потому что мы не оцениваем их успехи. А это делает независимый источник. В этом даже есть своя фишка. То есть у вас получается как внешнее ЗНО каждые Да, полгода? да, каждые полгода. А чем вообще отличается вот частная школа от государственной? То есть, насколько я понял, это количество детей в классе, чем еще? Да, ну, количество детей в классе – это очень большой вклад вносит, потому что когда детей слишком много, учитель не успевает уделить каждому внимание. И за этим уже следует ряд сложностей своих. То есть ребенок недополучает знания, может быть, какие-то. Либо, допустим, одни дети более быстро воспринимают информацию, другие нужно больше времени уделить на объяснение. В частной школе для этого есть возможности, чтобы с каждым ребенком работать по индивидуальному графику, даже можно так сказать. Допустим, у нас есть дети, вот, которые первый класс сейчас закончили, одни очень здорово читают, это их сильная сторона, да, и учителя так и говорят, вот это твоя сильная сторона, но у тебя есть те моменты, которые нужно еще подработать, да, усилить. Ребенку не говорят, что там, вот, там, как ты написал, там, у тебя вообще отвратительный почерк, ты пишешь как курица лапа, ничего невозможно разобрать. Учителя наши говорят так, что над этой темой нужно еще поработать. Смотри, вот читаешь ты здорово, это твоя сильная сторона, а с почерком мы еще будем работать для того, чтобы ты писал лучше. Критика делается максимально корректно, да, и больше акцент делается на успехе ребенка, чем на его промахи, да, и какие-то недостатки. А вообще вот саму программу обучения вы берете у общеобразовательных школ, вы ее сами пишете, как вы ее делаете? Мы сотрудничаем со школой партнеров, они предоставляют определенные, скажем так, уровни, календарные планы, которым мы должны соответствовать, но мы не привязываемся к этой программе сильно, потому что мы можем, если у нас дети берут больше знаний, да, возможностей, то мы можем им больше дать этой информации. То есть, к примеру, наши дети в конце 1 класса уже проходили программу 2, а сдавали, как обычно, 1 класс. У вас есть своя программа, у вас есть основные там концепция, почему идти, что будут сдавать, но под это нужно, наверное, какой-то особый преподаватель, или вы берете тех же, что и в школе учат? Значит, у нас есть учителя младших классов, они ведут младших школьников. Для средней школы это уже учителя-предметники идут. Дополнительно английский приходит, занимается учитель, он ведет свой предмет, да. Дополнительно у нас приходит художница, она ведет рисование, именно с профессиональным художником дети наши рисуют, это не ведет учитель младших классов. И дополнительно еще вместо физкультуры у нас актерское мастерство. Ну, то есть активити мы заполняем вот таким вот способом. А где вы их берете? То есть это те же бывшие учителя школы, или как вы их учите делать критику полезной? Очень разные ситуации. Бывают и учителя из общеобразовательных школ, бывают новые преподаватели, которые молодые, допустим, пришли, без опыта вообще пришли, и мы сами их создаем, да, но мы очень поощряем, чтобы учителя развивались и повышали свою квалификацию с помощью современных тренингов, каких-то методик, семинаров образовательных. Поэтому вот там вот уже на этих образовательных семинарах их и учат, как правильно критиковать, каким-то новым методикам, там, как вести, допустим, проектные методы обучения, да, как там интегрированные уроки устроить и так далее. То есть это уже дополнительно как повышение квалификации. Ну, зачастую те учителя-новаторы, которые работали, допустим, в общеобразовательной школе, они там не совсем могут уживаться, потому что система не дает развития и внедрения вот таких вот интересных элементов обучения. Поэтому зачастую учитель работает несколько лет в школе, видит, что не может развиваться в интересном направлении, да, и уходит потом в альтернативные частные школы. Я в вашей программе видел, что у вас нет домашних заданий, в вашей рекламе. А почему их нет или что их заменяет? Дети успевают все сделать на уроке. То есть за счет того, что маленькие классы, небольшие, и уроки
такие же по продолжительности, как в общеобразовательной школе, у нас классно-урочная система, то дети успевают объем информации этот проработать на уроке. И все, поэтому у них нет необходимости делать что-то дома. То есть это как дополнительная плюшка, родителям не нужно учить уроки с детьми, да? Да, совершенно верно. Ну или, допустим, у них есть, к примеру, у нас есть такая практика, мы даем детям задания, но родителям запрещаем в это включаться, в этот процесс. То есть если ребенок, к примеру, проболел, да, у него есть непроработанный какой-то объем информации, мы даем ему задание домой, допустим, там, страничку сделать примеров, но ставим условие, что родителей в это не вовлекаешь. Если ты что-то не понял, то ты пропускаешь это задание, которое ты не понял, или не знаешь, как выполнить, да, и приходишь уже дальше разбираешь его с учителем. То есть родители в этот процесс не включаются абсолютно. Я услышал много интересных слов формата проектный менеджмент в обучении, интегрированные уроки и тому подобные вещи. Но для того, чтобы человек у вас привел своего ребенка, ему, наверное, нужно это объяснять как-то проще. Давай о маркетинге поговорим. Как вы привлекаете к себе учеников? Разными способами. Это реклама в Фейсбуке и сарафанное радио. Просто друзья рассказывают, наши ученики или клиенты рассказывают своим друзьям, таким образом приходят. Либо мы делаем какие-то, допустим, сейчас у нас проходит летний лагерь. Вот дети приходят к нам на лагерь, да, они знакомятся с нашими учителями, родители знакомятся с нашими учителями. И таким образом заводится беседа, и люди остаются. А что вообще, какие проблемы вашего клиента вы решаете, какие у них боли, почему они идут к вам, не в другую школу? Как мы уже говорили об этом, да, во-первых, качество знаний. Родители не должны с детьми делать домашние задания, и вообще с них снимается это полностью головная боль, во-первых. Во-вторых, в общеобразовательных школах зачастую детям приходится ходить еще к репетиторам потом, чтобы восполнить, скажем так, пробелы, когда ребенок там пропустил, заболел и так далее. Да. Мы эти пробелы восполняем самостоятельно, да, то есть у детей есть возможности отрабатывать какие-то пропущенные уроки в индивидуальном формате, либо просто усиленно учитель ему больше уделит внимания в течение урока, да, на группе, когда дети выполняют другие задания. Таким образом, просто вот этих пробелов их в принципе нет. Поэтому вот домашние задания, качество знаний, которые они получают, ну и плюс комфортная обстановка для ребенка, потому что в нашу школу дети хотят ходить, нет проблем для родителя, что я там с утра не хочу идти в школу и там не хочу делать домашнее задание или там мне это все надоело, у нас интересно, и дети с удовольствием ходят. Вот даже мы недавно встречались, пришел ребенок на встречу, который учится к нам перед лагерем, он говорит уже, учительница своя, говорит, Алена, говорит, когда у нас уже, говорит, начнутся уроки? Я, говорит, уже хочу учиться. Вот. И это очень приятно, это показатель того, что детям здесь нравится, им комфортно. Когда идет тематика работы с детьми, всегда всех маркетологов волнует один вопрос. Кто ваш клиент? Это их родители, это сами дети или это бабушка с дедушкой? С кем вы общаетесь, для кого нужно быть максимально полезным, чтобы они приходили к вам? Это хороший вопрос. Конечно же, в первую очередь касание первое идет с родителями, да, либо с бабушками, дедушками, потому что обращаются по-разному. Есть и бабушки, есть и родители, мамы, папы. Не менее важно, чтобы ребенку понравилось, потому что если понравится ребенку у нас, да, ему будет комфортно, ему будет интересно, он и родителей будет привлекать и, скажем так, заставлять, да, идти именно в конкретное это место. У нас были такие примеры, когда ребенок пришел на собеседование и был еще в нескольких школах на собеседованиях, и потом сам ребенок сказал, вот я хочу именно вот в это место прийти, потому что мне там понравилось, мне понравилась учительница там, я хочу вот в этом месте учиться. А у вас есть собеседование, у вас есть бесплатные пробные уроки, насколько я слышал. Да. А зачем? За собеседование вы можете кого-то не взять или что значит собеседование? Да, можем и не взять. Бывают ситуации, когда мы отказываем детям. Ну, обычно это распространено такое явление, как аутизм, гиперактивность, и просто с такими детьми нужно уметь работать. Если у нас наш специалист-педагог не квалифицирован, да, на обучение таких детей специфических, мы порекомендуем ребенку найти просто более квалифицированного, узконаправленного специалиста в этой сфере, чтобы не причинить самому ребенку вреда и подойти профессионально к его обучению. Но они же работают в группах, да? Да. То есть вы специально отбираете людей, чтобы всем было комфортно? Да, чтобы всем было комфортно, конечно, это наша задача, чтобы детям было хорошо, и каждый ребенок был защищен и умел, скажем так, объяснять и отстаивать свои границы.
А по поводу бесплатного первого занятия, что вы нам такое показываете, что все потом хотят очень сильно прийти? Есть, есть собеседование, это когда ребенок, допустим, собеседование проводится в первый класс, к примеру, да, чтобы мы понимали, какого уровня собираются дети, да, нужно ли, к примеру, чтобы они приблизительно одного уровня было. Если ребенок чуть-чуть, к примеру, меньше знаний, чем у большинства детей, да, мы рекомендуем им просто индивидуально заниматься до сентября месяца, да, чтобы на сентябрь это были дети приблизительно одного уровня знаний. Если в другие классы мы принимаем детей, принцип тот же самый, да, чтобы понять, какого уровня ребенок. Это про собеседование. Тестами как-то вы делаете? Это учитель, зная детей, с которыми он работает, да, или кого мы набираем, просто в беседе, да, там проверяет. Если это первый класс, то в игровой форме учитель узнает, как умеет считать ребенок, до скольки, знает ли там соседей числа, умеет ли читать или там знает ли буквы. То есть все тут ситуативно. Насчет пробного дня, многие родители беспокоятся, не понимают, да, особенно если переводятся из общеобразовательной системы, как это будет, как ребенку понравится, не понравится в коллективе, как с учителем у него будет взаимодействие. И тогда у нас есть пробные дни. То есть ребенок приходит, это бесплатно, он может погрузиться полностью в эту атмосферу, занятия с учителем, познакомиться, посмотреть, как это все происходит. Родитель может присутствовать, да, там, сидеть в коридоре, допустим, слышать, как проходит урок и видеть, в принципе, состояние ребенка, его настроение, и дальше уже принимать решения. В обычной школе есть всегда там медсестра, психолог и тому подобные люди, библиотекарь. А как у вас с этим? У нас тоже есть психолог. Зачастую учителя сейчас получают два образования, педагогическое и психологическое. Это помогает в работе с детьми. Поэтому все вопросы, которые возникают, либо конфликтные ситуации в течение дня рабочего, психолог помогает решить здесь и сейчас детям. Дети учатся просить прощения друг у друга, решать, уважать свои и чужие личные границы. А сколько вообще у вас в классе детей? То есть какой максимум, какой минимум? Мы набираем до 8 человек в класс. Соотношение мальчиков, девочек варьируете или без разницы? Стараемся, конечно, сохранять баланс, но мальчиков зачастую, как показывает практика, приходит больше. Давай поговорим немного о цифрах. По поводу ценовой политики. Сколько стоит обучение и за что это? У нас много услуг образовательных есть. Школа отдельно стоит 6 тысяч в месяц. Чтобы сравнивать просто эти суммы, да, к примеру, продленка в Вышгороде стоит 2500. То есть это детей забирают после школы, после общеобразовательной, приводят к нам в помещение, помогают сделать уроки и вот до конца дня организовывают их досуг. То есть это стоит 2500. Родители покупают, допустим, дополнительно еще английские занятия в группе, рисование занятия в группе, то в среднем это выходит чуть дешевле, чем обучение в школе. И зачастую доплатить 1000 гривен гораздо выгоднее для родителей и не иметь вообще никаких проблем себе, да, с общеобразовательной школой, с этими переполненными классами и домашними заданиями, и учиться уже полный день в частной школе и иметь тот же пакет услуг, тоже актерское мастерство, тоже рисование с художницей и качественный английский, который не нужно перегружать детей и дополнительно водить их еще к репетиторам. То есть у вас, можно сказать, пакет такой, репетитор под ключ, школа, все вместе, все в одном... Да, совершенно верно. В этом и само удобство. Мы пришли к этому из личных проблем, да, когда столкнулись с этим, что ребенок учился в школе полдня, потом он должен был делать уроки, и плюс к этому еще ходить к репетитору, допустим, чтобы не отставать по школьной программе. И с этим сталкиваются большинство родителей. Мы видим детей, которых мы принимаем на репетиторство, даже по младшей, по средней школе. Мы видим те же самые проблемы у всех. У нас канал о бизнесе. Сколько у вас затрат и на что тратите? Основные затраты идут на аренду помещения, на зарплату учителям. Сейчас, на сегодняшний день, у нас в штате около 10 учителей. Это как с полной занятостью учителя, так и с частичной. Поэтому, это самая большая статья расходов. Учителя, и плюс еще реклама, маркетинг, конечно. А книги, планшеты, как вы информационный закрываете вопрос? Мы работаем с книгами, с печатными изданиями. Мы не приветствуем сейчас работу на планшете, потому что сейчас все очень сильно оцифровано в мире. Детям немножко много в раннем детском этом возрасте, школьном, младшем, немножко много техники. Поэтому мы стараемся все-таки максимально дать детям возможность поработать с книгой, научиться работать с книгой, даже почувствовать этот кайф
перелистывать страницы, читать, и вообще даже вот запах самой книги, как бы это важно для детей. Вы запрещаете телефонами пользоваться? Мы не запрещаем, просто у нас есть правила в школе. Во время учебного процесса дети телефонами не пользуются. И дети это знают, и когда правило одно для всех, в принципе, и для учителей, и для детей, то как бы это не вызывает какого-то сопротивления, потому что дети приходят, мы их извещаем о том, что у нас такие правила в школе, что вот после там окончания учебного дня, да, или когда у тебя будет свободное время, там телефон это для связи с родителями, ты можешь на перемене взять телефон, конечно же, позвонить, но играть, мы не приветствуем это, поэтому уже играют они в свободное от учебы время, в основном дома. А по поводу цифр еще, какой приблизительный оборот у школы? Все зависит от размера проекта. Есть крупные частные школы, конечно, у них большие обороты, как приходы, так и расходы. У нас пока что проект не очень большой, поэтому и оборот денежный не очень большой. Но изначально, в принципе, мы не создавали его как вид бизнеса, мы его создавали как, скажем так, для платформу, себя. Да, для того, чтобы были здоровские учителя хорошие для обучения нашего ребенка. И так оно дальше и идет. Поэтому... А по многим школам ты была? Какой приблизительно объем инвестиций нужно? Вот если человек сейчас хочет открыть школу там, в своем городе, сколько ему нужно, минимум заложить? Минимум, наверное, это около 20 тысяч долларов, чтобы вот нормально, хорошо запуститься, вложиться в рекламу и снять хорошее помещение. От города много зависит, потому что цена на недвижимость, она съедает очень большой кусок денег. Получается недвижимость, то есть арендное помещение, реклама, а что еще нужно? Зарплата учителям. Зарплата учителям. Да, то есть это должны быть сотрудники, плюс налоги, да, которые мы оформлены как физичная особа предприемец, поэтому статья налогов, конечно, тоже она какую-то часть денег съедает. А вот эти все парты, учебники, это немного денег? Все зависит от размера инвестиций и от возможностей, да, потому что можно парту купить за 2000 гривен, а можно за 10 тысяч гривен купить парту, поэтому кто на что гораст. У вас нет, как в медицине, что учебная парта стоит в 10 раз дороже, чем обычная? Есть такое. Да. Знаете, есть же, допустим, там с ортопедической спинкой, без ортопедической спинки. Там парту, которую можно менять, допустим, которая растет вместе с ребенком или которая стационарна, там, допустим, для 1-2 класса, да, а дальше там нужна уже другая. У нас парты растущие, мы с каждым классом можем увеличивать высоту этого стола. Сейчас у нас и одноместные, и двухместные парты есть. В образовании всегда есть куда вкладывать деньги. А сейчас у вас есть готовая модель вашего бизнеса, то есть вы уже знаете все, как работает, все настроено. Не планируете ли вы расширяться, может открыть еще одну школу, франшизу или любой другой метод? Возможно, но пока что не сейчас. Не сейчас. То есть ждете, да? Да. Когда открываешь бизнес, постоянно наступаешь на какие-то грабли. Что бы ты ни делала из того, что уже сделала, если бы открывала сейчас? Я, наверное, не боялась бы. Это первое. Потому что всегда есть, у меня такое сомнение, да, вдруг я не справлюсь или что-то пойдет недостаточно хорошо. Всегда человек, когда делает что-то новое, может допускать какие-то ошибки. Нужно не бояться их делать, извлекать опыт из того, что ты сделал, и идти дальше. А при открытии школы чего не стоит делать? Что вот в школе, знаешь, как говорят в бизнесе, подводные камни. Какие есть подводные камни именно в бизнесе школы? Насколько я понимаю, ты не первый опыт с бизнесом имеешь. Именно в школе какие подводные камни, то, чего ты не ожидала? Работа с людьми и с детьми, она всегда специфическая. У нас в прошлом году именно с направлением продленки были неожиданные такие обороты. У нас дети некоторые записались. В начале года мы заполнили группы, да, я много детей не брала, у меня ограниченное количество было мест. И 10 человек я взяла, и остальным людям я отказывала дальше. Но потом оказалось так, что люди, подписавшие договор на год с нами, побыли только месяц. И это было, в их планах, входило в их планы. И после этого получается, что в течение года нам пришлось делать донабор в это направление. И это было неожиданным для меня, потому что в первый наш рабочий год таких ситуаций с детьми не было. А как вы сейчас с этим боретесь? Сейчас мы делаем небольшой зазор. Берем немножко больше, да, с расчетом
на то, что кто-то может отсеяться. Ну, ребенок может заболеть, да, там вот, к примеру, у нас ребенок был, у него обострилась аллергия в течение года. Что мы можем сделать? Понятно, то есть я по-человечески иду родителям навстречу, да, и они говорят, ну вот мы можем ходить сейчас только 2 раза в неделю, а не 5 раз в неделю. Ну, поэтому вот место вот таким вот образом освободилось. Мы на его место уже искали другого ребенка. А у вас есть какие-то дополнительные услуги, чтобы там увеличить свой средний чек? Или у вас просто обучение и все? Мы проводим во время каникул дневные лагеря. Это вот на летний период и во время осенних, зимних и весенних каникул проводим тематические дневные лагеря. А лагеря это что значит? Организовываем дневной досуг детей, скажем так. То есть, к примеру, сейчас у нас идет неделя «Веселый музыкант» называется, и вот дети в этом направлении изучают музыкальные инструменты, учатся играть на гитаре, на барабане, рисуют музыкальные инструменты, на английском проходят музыкальные инструменты. То есть все вот вокруг этой темы вращается. И по традиции в конце каждого выпуска наш герой дарит вам подарок. Что это будет? За лучшую идею нашего тематического лагеря, которую нужно писать в комментариях, вы получаете месяц любой нашей студии в подарок. И второй подарок: при подписании договора с промокодом «Клевый бизнес» вы получаете целую неделю нашего дневного лагеря тематическую совершенно бесплатно. Ну что ж, друзья, выигрывайте подарки, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч. Пока!